Привет всем! Послушайте эти звуки, очень интересно. Это не синтезатор, не музыка из блокбастера про Алло, космонавтов, из фильма про привет, космонавтов. дорогие. Это музыка льда. А когда лед начинает таять, теплеет, можно встать на пирс и слушать вот такие звуки, которые раздаются с разных сторон. Ну, видимо, пласты льда как-то движутся, происходит какое-то трескается, происходит какое-то движение вот этих пластов ледяных, и звуки просто завораживают. Действительно какие-то космические абсолютно. Такое происходит по несколько раз за зиму. Здесь идет такая борьба тепла и холода. Каринтия, юг Каринтии, расположен с точки зрения климата в интересном месте. Здесь с одной стороны до Адриатики ну, километров по прямой, если 100-120 километров по прямой, около 100 километров. Там дуют разные ветра, в том числе периодически дует ветер со стороны Сахары. А с другой стороны горы. Вот озеро, мы с вами находимся сейчас на высоте 500 метров над уровнем моря, плюс горные условия. И есть ветра с высоких гор, есть ветра с севера, то есть есть источники холодных воздушных масс. В то же время довольно горячее солнце, это широта Одессы, широта севера Черного моря. Вот. Вся вот эта комбинация приводит к тому, что в перемены погоды зимой, особенно зимой, могут происходить очень часто. Может быть минус 13, на следующий день может быть плюс 5. То есть все вот эти движения, ну а так как лед на озере не очень толстый, это есть горные озера в Каринтии, например, Вайсензее, Лангзее. Вот про Вайсензее у меня на канале есть видео, там катаются на коньках, там вид туристического бизнеса, именно катание на коньках по озеру. Вот, посмотрите видео, очень интересное, просто толпы, сотни людей одновременно катаются. Это самый большой открытый каток в Европе на Вайсензее. Но эти озера расположены уже почти на высоте километра, и там все это промерзает. А Сяхерзее, в нашем случае, оно не промерзает глубоко, кататься на коньках запрещено, ну, некоторые смелые иногда пытаются, но это очень рискованно. Озеро образуется рекой Тибль, которая здесь, вот между горами, просто разлилась широко. А то, что есть течение реки Тибль, оно не дает льду, сказать, еще одно препятствие для образования такого толстого слоя льда, плюс перемены погоды от сильных минусов до плюсов. Поэтому лед образуется достаточно тонкий, и вот эти перемены с холода на тепло приводят к тому, что образуются какие-то проталины, целые участки озера остаются вообще без льда. И вот на моменты вот этих переходов приходится как раз музыка. Озеро начинает петь. Я люблю по утрам просто на пирсе выхожу, ну, по своим делам, там, лебедям, еды дать, зарядку сделать, размять суставы. И вот эта музыка. Просто звуки абсолютно фантастические. Причем в зависимости от освещения лед блестит. Какие-то крупинки льда, они играют на солнце. И вот эта картина, вот эта музыка вместе с блестящим таким искрящимся льдом, она, конечно, создает такое, ну, ощущение как некоторого сюрреализма. Вот, тут еще лебедь подходит. На неделе, на последней,
А вы смогли видеть несколько роликов как раз про лебедей, озеро. Ну вот это у нас они из ведра кушают. Про лебединое спа, как они там в проруби купаются. Ну и про все вот эти зимние дела, связанные с жизнью на озере. Опять же, южное расположение, но днем, даже если ночью минус 13, днем все равно минус 2-3. Даже если остается минус, ну, уже тепло. Птицы на солнце отогреваются как бы днем. При наличии некоторого питания они выдерживают вот эти холода. В общем-то, не скажу, что им это нравится, но они это все выдерживают. Поэтому стаи уток, несколько семей лебедей, они все продолжают тут жить. Ну, всякая птичья мелочь тоже. Камышницы вот, тоже появляются. А цапель давно не видел. Цапли вполне вероятно куда-то улетели. Ну, у цапель их структура питания такая, они питаются только рыбой. Вот. И если озеро замерзает, они остаются в принципе вообще без еды, в отличие от лебедей. И цапли, скорее всего, на этот период просто улетают. Лететь близко тут. До Италии несколько взмахов крыльев, скажем так. Я вам сегодня еще расскажу про нашу систему отопления. У нас произошла некоторая авария небольшая. Итак, что произошло? Как-то утром я заметил, что в доме свежо. Посмотрел на градусник, но да, действительно на пару градусов прохладнее, чем обычно. Ну, это не понравилось, пошел в гараж. У меня про систему отопления, у нас тепловые насосы для подогрева воды и для отопления. Тепловые насосы воздух-вода. Про это есть ролик на канале. Вот я пришел в гараж, посмотрел на прибор. На приборе горит ошибка. Там ошибка номер 50 была, потом я, так сказать, ее сбросил, появилась ошибка номер 37. Какие-то ошибки. И вода в системе в нормальной ситуации должна быть где-то между 28 и 30 градусов в теплых полах. То есть у нас не радиаторы, у нас теплые полы подо всем домом. И вот тепловой насос, он подает воду между 28 и 30 градусов температуры в систему теплых полов. Соответственно, мы имеем там 23-24 градуса в доме. Тепло. А я смотрю, температура в системе, подача 22, обратка 20. Думаю, надо подписаться. Да, котика надо послушаться, подписаться на канал. Итак, температура явно ниже, чем должна быть. Это означает, что все, система накрылась. А была как раз неделя, по ночам стояла минус 13, днем тоже минусовая, ну то есть холодно. И без отопления, как бы, ну камин, да, мы зажгли там камин, но на камине ты долго не вытянешь. В принципе, не рассчитано, чтобы топить целый дом камином. Было два варианта. Один вариант попытаться разобраться самостоятельно, второй вариант был позвонить в фирму Охснер, производителю, чтобы они прислали бригаду. Ну, у них реакция в течение суток, они гарантируют, что к вам прибудет бригада, устранит. Ну, все-таки я когда-то давно был инженером, некоторое инженерное мышление есть. Дело в том, что наверху, на крыше гаража, застучал прибор. Там у нас теплообменник, ну такой большой вентилятор, который дует на радиатор, ну, вариант холодильника. Вот. И вот этот теплообменник, он застучал. А инженерный принцип, их два основных. Первый, если что-то работает, не лезь. А второй, если вот у тебя что-то перестало работать и одновременно с этим где-то застучало, что таких совпадений не бывает. Значит, там, где застучало, там и причина того, что прибор перестал работать. Соответственно, полезли на крышу. Вот. Мы с сыном залезли. Я стал рукой, я вам покажу вот этот прибор потом, стал пытаться как-то это дело отрегулировать, понять, что же, собственно, там произошло. Вот этот вентилятор, он грохотал сильно. Потом
Через некоторое время он остановился. Ну, видимо, что-то совсем подклинило. Остановился, немножко гудит. Ну, то есть стало понятно, что дело в вот этом теплообменнике. А почему прибор там выдавал 50-я ошибка, 37-я, я, естественно, по интернету посмотрел, что это за ошибки. Там, ну, ошибки такие специфические, которые... Метод устранения ошибки написано просто. Обратитесь в фирму Охсна. Они приедут и устранят. А в фирму Охсна мы, разумеется, обратились, но уже потом. Обратились зачем? Чтобы они приехали и сделали профилактику. Вот смотрите, вот этот прибор, залезли на крышу, постучали, не помогает. Я стал заглядывать внутрь, вот там вентилятор. Вот это. Если рукой надавить на вот эту решетку с одной стороны, то стучать переставало. Ну, значит, какой-то перекос. Разбирать все это, естественно, было нереально. Ну и пришла простая идея взять погреть. Погреть как? Ну, с помощью обычного фена. Обычный фен 2-киловаттный, бытовой. Ну, протянули удлинитель. Я вот этим, вот смотрите, там снизу лед. Вот. То есть, что произошло? Там именно вот эти скачки между ночной и дневной температурой привели к тому, что образовывалась какая-то влага. Это вот внутри у нас котики гуляют. Образовалась влага, которая постепенно тут же на сильном морозе замерзала, и вот вся эта система внутри обмерзла. С помощью фена заняло минут 15. Просто все это было по кругу прогрето. Вот, то место, где цепляло вот эти лопасти вентилятора, цепляли, они, все это растаяло. Вот, и система заработала. Как оказалось, потом мы сделали абсолютно правильно. Мастера сказали, это феном, говорит, феном. Феном греете, все будет. Ну, мы как бы про фен сообразили сами, опять же, спасибо инженерному образованию. А фирму мы все-таки вызвали. Зачем мы его вызвали? Потому что раз в 2 года и тепловому насосу, который для подогрева воды, и тому, который для отопления, требуется профилактика. У нас, по идее, должна была быть эта профилактика осенью, но вот ввиду этих коронавирусных всех дел было как-то не до того, вот, и мы осенний вот этот срок пропустили. Но вот случай этот показал, что все-таки вот расположено там в раз в 2 года делать, надо, соответственно, и делать. Ну, потом фирма приехала, вот, в течение 3 часов они там все покрутили, что-то там сделали, и у нас все теперь следующие 2 года должно работать без проблем. А это решили вывести Анфиску на рулетке. Видео про то, как Арчи гуляет на поводке, на канале есть. Это мы решили прогуляться с Анфиской. Вот. Она тоже восприняла вполне, без особых, не вырывалась там, не... Ну, говорит, прицепили, так прицепили, ну и что? Вот. И это я решил с ней погулять. Ну, там вдалеке лебеди сидят, дожидаются. А вот обязательно посмотрите вот эти видео про лебедей на льду. Там возвращение семейства голубей. Вот, про спа, лебединое спа. Ну, это очень интересно. Особенно лебединое спа, там комбинация. Я сравниваю с другим спа на острове Доминика. Ну, посмотрите, интересно. Итак, да, вот это мы летали, смотрели, как ледовая обстановка на озере. Вот. Это на восток полет. Итак, мы с Анфиской решили прогуляться. Она, в общем-то, таких вот предрасположенностей к побегу не проявляет. Вот. А лед, это как раз был период, когда толщина льда была максимальная. Вот. Поэтому, когда она решила, что я пойду по льду погуляю, в общем-то, у меня никаких в этом плане сомнений не было. Ну, ты пойдешь, и я за тобой пойду. Вместе пойдем. Потому что ее отпустить одну на 8-метровом вот этом поводке нереально из-за тростника. Там тростник торчит, она, естественно, по прямой-то не идет, она начинает туда-сюда сворачивать. А когда она сворачивает, вот это
ниточка начинает запутываться. Вот, именно из-за тростника. Ну, вот она под лодку, ей надо везде побывать, все посмотреть. Ладно, пусть смотрит. Вот какое количество пирсов. То есть все дома выходящие, у каждого свой пирс. Вот эта рулетка, как она выглядит. Очень, очень хорошая конструкция, мне понравилась. Она не запутывается. Ну, вот мы уже довольно долго, много раз гуляли и с Анфисой, и с Арчиком. В общем-то, ну, такая хорошая вещь оказалась. Ну и 8 метров все-таки дает такую свободу передвижения гораздо большую, чем на коротком поводке, на котором мы сначала Арчика водили. Вот. Что она, интересно, там под лодкой нашла? Колеса вмерзли, я даже не знаю, вот по весне будет ли вся эта система на колесах живая. Или придется новые колеса покупать потом. Посмотрим. Просто до этого озеро не замерзало последние годы. Вот так, чтобы совсем. Вот. И лодка стояла в воде. Колеса стояли в воде, фактически по весне просто выкатываешь и все. А тележку убираешь, лодку спускаешь на воду и никаких проблем. А в этом году вот вмерзло. А ничего, эти колеса продаются. Такое колесо стоит где-то порядка 12 евро. Разберемся. Вот она думает, не пойти ли мне погулять по льду. Вот. А я вместо того, чтобы подумать, вместо того, чтобы, сказать, как-то оценить обстановку, я взял и пошел за ней. Вот. Этот фрагмент, кусочек фрагмента вы видели уже в одном из видео. Я пошел за ней и провалился. Как это могло произойти, вот для меня до сих пор остается загадкой полной. Вот там на мелкоте, там лед должен, там до дна должно все промерзнуть было. Что там был за участок, понятия не имею. Тем не менее, я взял и провалился. А сейчас увидите, вот я иду, снимаю, а так, и все, и готово. Нога в воде. Так вот и бывает. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!